Друзья, приветствую вас, вечерний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, что происходит, какие движения намечаются, куда вечером пойдет нефть, золото, доллар и другие активы, которые представляют интерес. Ну и обсудим текущую ситуацию, текущие новости, что на полях сражений происходит. Так, давайте начнем с календарика. Сейчас в эти минуты, сейчас 18:59. Начинает финальный отчет доктор Пауэлл перед конгрессменами. Вот. Но я думаю, скорее всего, он будет обещать много чего, но я не уверен, что у него получится все это дело реализовать, выполнить. Инфляция набирает обороты, оптимизм американских банков, Моргана и так далее по поводу того, что осенью инфляция спадет. Ну, я понимаю, почему они это говорят, почему они это всюду печатают, но здесь есть другой момент. Если исторический аспект посмотреть, инфляция, она всегда очень, ну скажем так, какое-то время требовалось для возникновения, и она очень часто, когда ее начинали искусственно создавать, она выходила из-под контроля. Это просто, ну, аксиома, которая из ретроспективного анализа следует. Причем здесь это не связано с так называемым черным ящиком, когда вот какую-то закономерность ищут и говорят, что вот эта закономерность есть, и она работает всегда. Здесь в другом дело заключается, она заключается в человеческой природе. Дело в том, что те люди, которые, ну вообще как бы человек, и те люди, которые находятся во главе там каких-то стран или каких-то процессов, им очень свойственна непогрешимость в своем решении, видении и так далее. И здесь момент такой, что все процессы, они динамично развиваются. И оперировать, допустим, на сегодняшний момент теми данными, которые они оперируют, что, например, выросли цены на подержанные машины, осенью подержанные машины не нужны, поэтому все, инфляция выровняется, все будет хорошо и так далее и тому подобное. Но фундаментально проблема заключается в том, что есть денежная масса, которую напечатали. И пока она удерживается, допустим, фондовым рынком, рынком деривативов, ну и другими способами, которые там облигации, различные бумаги и так далее. Но малейшее какое-то колебание, отклонение, оно вызовет массовые распродажи, и это приведет к тому, что денежная масса, она, ну, сначала из-за плечей возникнет нехватка ликвидности, а потом, когда все это дело обрушится, просядет, окажется, что ликвидности значительно больше, чем мир способен переварить. Так, ну давайте посмотрим, что здесь происходит. Индекс цен производителей в Соединенных Штатах за июнь он составил 1%. Предполагалось, что будет 0,6%, предыдущее значение 0,8%. Начал он рост, но пока он растет не столь задорно и энергично, как в других странах. Тем не менее, это уже как бы показатель того, что и потребительская инфляция будет неуклонно расти, потому что вот этот показатель на потребительскую инфляцию, он влияет достаточно сложно, с некоторым лагом и некоторым мультипликатором. Так, ну в Канаде объем продаж в промсекторе немножко просел. Но Канада нас сейчас не очень интересует. Так, Шнабель выступил, все хорошо, процентную ставку сохранили. Запасы сырой нефти. Что-то здесь как-то странно они отображают. Минус 7,9, а показывает красным, как будто оно должно быть плохо. А на самом деле оно же хорошо, когда слишком большое падение запасов, это значит, что спрос будет расти. Так, друзья, давайте начнем с нефти. Бренд, ну, сегодня, в общем-то, на 77,5 не дошли. Попытка закрепиться выше недавних максимальных значений, она пока успехом не увенчалась. Было пробитие 75,3. На текущий момент этот пробой практически полностью выкупили. Если сейчас не будет коррекционного отката с пробитием 74,85, то отсюда нас ждет движение, коррекционный отскок. Цель этого отскока движение на 76,16. Вот сюда. Вот. Если здесь закрепляемся, то завтра весьма вероятно вернемся вот в этот
растущий канал, который сверху проходит. Если здесь все-таки будет пробой, я думаю, вероятность не очень высокая, то у нас отсюда цель движения, опять же, 74. 74 это то, что наверняка уже сдержит и предотвратит падение. Но здесь, судя по всему, объем вышел, и поэтому все-таки намечается, ну, либо будет проторговка в этом диапазоне, наиболее вероятный сценарий, либо попытка отскока. То есть я не знаю, сегодня получится, не получится отскочить, но в любом случае вероятность того, что останется здесь, либо куда-то сюда вот отскочит, она больше, нежели чем пойдет вниз. Так, друзья, далее давайте посмотрим золото, часовой таймфрейм. Но здесь как бы все нормально, закрепление выше 1814 произошло. Единственное, мне не очень нравится вот этот пробой, который был вчера, но вроде бы этот пробой более или менее рассосался. И, соответственно, текущий момент вот закрепления на сегодня, закрытие торговой сессии выше 1818, оно будет способствовать тому, что уже до конца этой недели будет отработано 1860-1866. На сегодня, я думаю, вот здесь будет консолидация в диапазоне 1818-1826. Не думаю, что сегодня будет повторение вот этих движений. Скорее всего, здесь будет такое спокойненькое завершение дня. Конечно, там результаты встречи с Пауэлл с конгрессменами могут сюрпризы преподнести, но пока как бы в наибольшей степени движение вот в этом диапазоне приходит на ум. Так, друзья, далее биткоин. Смотрите, крипту, конечно, укатывают, но есть определенные показатели, которые указывают на то, что текущие значения, скорее всего, это и есть дно, от которого пойдет отскок. Да, вот здесь есть уровень, пробития которого приведет к обвалу, просто потому что биткоин обсыпется на 10 тысяч. Но пока как бы те движения, которые вот начали сегодня, по крайней мере, происходить, они указывают на то, что весьма вероятно на этой неделе биткоин вернется вот в этот торговый диапазон. Так, друзья, далее VIX, часовой таймфрейм тоже сегодня. Вроде бы он проседал, но видите, он дошел до уровня 16. Здесь его активно подбирают и пуляют наверх. Но здесь как бы критично 18,5. Если 18,5 не пробивается, все эти движения это не более чем боковик. Но когда наберут позу, отсюда пойдет сразу движение. Первая цель будет пробить 21,5. Пока, я думаю, сегодня и, наверное, и завтра до конца дня сохранится движение вот в этом диапазоне 18-16. Далее S&P 500, это SFD на фьючерс. Сейчас у нас идет попытка закрепиться в новом диапазоне 4350-4395. Пробой, соответственно, вот этого диапазона приведет к тому, что развивается коррекционное движение, цель которого будет 4290-4280. Пока больше факторов указывает на то, что удержится выше 4360 и будет проторговочка на хаях вот здесь вот. Сейчас пошел коррекционный отскок. Так, друзья, далее индекс доллара, дневочку ставлю, но здесь вот движение в этом боковике, оно пока продолжается, но сейчас вот на текущий момент в принципе он либо от достигнутого значения 92,417, либо может быть еще немножко сходит на 92,25 вот сюда вот и попробует отскочить, если не произойдет пробой этого диапазона и движение к нижней границе на 92. Ну, здесь пока что идет боковик. Так, друзья, ну я вот ряд моментов постил в телеграм-канале, давайте пробежимся. Во-первых, по системе тут в общем-то опять масса уважаемых людей, которые покупают акции. Ну как бы, если вы хотите оказаться в такой компании и попасть в струю успеха, то в принципе вероятность, я думаю, достаточно высока, что это произойдет, тут какой-то отскок. Ну по крайней мере отскок на 36, а может быть и на 100, просто 42,5, он, мне кажется, вполне здесь реалистичен. Иначе бы эти уважаемые господа не стали бы заходить, я так думаю. Так, друзья, далее вот по фьючерсу я постил рубль-доллар, евро-рубль. Вот, соответственно, здесь, ну вот, по СИУ рубль-доллар
вот этот уровень устоял, там немножко на 694, по-моему, ложный пробой был. Пока он устоял, и сейчас, соответственно, весьма вероятно будет попытка вот эту красную линию отработать. Так, ну вот так это выглядит в реальной жизни. Пока что немножко до этого уровня не дошли. Я сейчас подумаю, возможно, как бы имеет смысл не дожидаться, закрыться, потому что как бы нефть, если она будет сейчас отскакивать, то, соответственно, это приведет к тому, что рубль будет укрепляться и пойдет фаза движения на 74 800, 74 850. Вот здесь обращаю внимание, ну вот уровень этот 74 700 его потрогали, но не пробили, был ложный пробой. Вот. И сейчас на текущий момент здесь произошло изменение, теперь поддерживающий диапазон, а не уровень конкретный, это 74 650, 74 700, вот 50 рублей. Если в результате коррекционного отката здесь пробоя не будет, то отсюда будет отскакивать и идти наверх. Так, ну я так полагаю, что, наверное, сейчас имеет смысл закрыть, не дожидаясь движения на 75 080. Так, ну вот рубль-доллар, силу. Здесь, с одной стороны, этот импульс движения наверх, он себя не исчерпал. Но вот сейчас, если будет движение на 74 850, то либо вот этот рост перейдет в боковик, либо будет повторное тестирование 74 700, 74 650. Я подумаю, возможно, сейчас я закрою позицию. Тут надо еще кое-что посмотреть. Вот. Но на текущий момент, я думаю, в любом случае это движение на 74 650 состоится либо сегодня, либо завтра это произойдет. Ну и, соответственно, отмена этого движения — это пробой вот этого волшебного чудного диапазона. Так, друзья, далее ВТБ. Ну, сейчас эпоха див гэпов, отсечек пришла. Но здесь, судя по всему, все прекрасно в ВТБ. Если на сегодня-завтра не будет пробоя вот этого значения 46 859, то он здесь с мыслями собирается и уже, наверное, до конца июля или до начала первой декады августа закроет вот этот возникший гэп. Если сейчас этого закрытия в этот период времени не будет, то дальше, ну, август, сами знаете, это такой непростой период времени, когда возможно все. Так, друзья, ну, в общем-то, все, основные моменты, основные активы. Спасибо за внимание. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Спасибо.